Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Таша Муллер, и вы на моем канале Ташины рецепты. Сегодня такой серый, хмурый осенний день, но мы всегда можем поднять себе настроение и расцветить его такой чудесной тыквой. Тыкву я вырастила у нас в огороде. Это сорт, а я знаю, что меня смотрят многие огородники, поэтому рассказываю вам, что это сорт медовый десерт. Видите, на упаковке написано, что тыква должна быть сладкая и сочная. Сейчас мы ее разрежем и посмотрим, какая же она окажется. А готовить мы сегодня с вами будем турецкий десерт из тыквы, который будет очень вкусный, такой, знаете, медово-сладкий. Даже несмотря на то, что если вдруг тыква такой не окажется, мы сделаем десерт медово-сладким. Он будет с добавлением пряностей, будет с добавлением орешков, которые я уже обжариваю. И он очень простой в приготовлении и очень эффектный. Я его в свое время увидела на канале одного турецкого повара. Я пробовала такой десерт, когда я была в Турции. И, может быть, и вы пробовали этот десерт в Турции. И, ну, в общем, что говорить, давайте уже действовать. Для десерта нам понадобится непосредственно сама тыква, сахар. Вот изюм сейчас замочим. И я уже обжарила орешки. Вот, уже можно их туда, потому что они нам понадобятся позже, чтобы они как раз пока остыли, я уже их обжарила. Ну, теперь самое главное — это нарезать тыкву, поскольку тыква обычно не очень режется. Я сейчас начну и посмотрим. О, кстати, это, хорошо режется, еще не задубела она так, видимо, потому что все-таки немного времени прошло с ее снятия. То я думала, что придется мужу на помощь звать. Ну, вот, смотрите, какая она внутри. Сравним, что нам на упаковке. На упаковке она, видите, намного оранжевее изображена внутри. Ну, может быть, она все-таки немножечко недозрела у нас. Но я думаю, что нам это не помешает. И в ближайшие дни будем из нее готовить и суп. Я буду готовить рецепт супа. Есть у меня на канале. Даже в двух вариантах, вот вам здесь дам ссылку. Итак, для этого десерта тыкву мы, вообще для приготовления тыквы мы в любом случае всегда очищаем. Да? Снимаем с нее лишнюю кожу. Причем старайтесь, вот если вы начинаете снимать кожу, и у вас здесь, знаете, бывает еще такое белесое остается, когда тыква еще более недозрелая. Вот это все твердое снимайте, потому что, это будет не так вкусно. Тыкву я почистила, и теперь нарезаем ее достаточно такими, я бы сказала, средними кусками, чтобы это были красивые порционные кусочки. Вот так делаем. И я пока складываю ее в отдельную миску для того, чтобы определить вес моей почищенной тыквы, для того, чтобы потом грамотно определить то количество сахара, которое у меня пойдет в этот рецепт. Понадобится изюм, то есть мы уже с вами подготовили орехи, я их обжарила, да, на будущее. И пока у нас тыква будет запекаться, вот такую горсть изюма примерно я беру и замачиваю, промываю и замачиваю, чтобы у нас изюм размягчился к тому моменту, когда тыква будет практически готова. Смотрите, тыква у меня получилось 757 грамм. 750 грамм. Я обнулила тарелку, то есть это чистый вес тыквы без тарелки. По рецепту турецкого повара нужно брать сахара столько же, сколько тыквы. Но на мой взгляд, я вот уже пробовала, это многовато. То есть я беру сахара где-то 2/3 от этого. То есть у меня 750 грамм тыквы, я возьму полкило сахара. Потому что, на мой взгляд, получается слишком сладко. Конечно, это еще зависит от вашей тыквы и от ваших вкусовых предпочтений. Кстати, некоторые тоже спрашивают, можно ли использовать мед. Вот в данном случае, именно сейчас, я не советую использовать мед к тыкве, потому что мы ее будем запекать. Запекать будем порядка 40 минут. И, для меда, для его, полезных свойств, запекание не очень хорошо. Теперь я тыкву выкладываю в форму. Форму желательно подобрать такую, чтобы тыква лежала на форме, практически вот в один слой. Я напишу точный состав продуктов в описании к видео, но вы видите, что вы подбираете,
по-своему. Вы можете взять 300 грамм тыквы и 200 грамм сахара, да, ну вот примерно вот такие пропорции, смотря сколько кому нужно получить этого десерта. Еще нам потребуется немножко сливочного масла. Это уже как бы мое собственное дополнение, потому что, на мой взгляд, сочетание сливочного масла с тыквой и с корицей, оно очень удачное по вкусовому букету. Турки я не видела, чтобы так делали, но я так делаю. Вы знаете, я это люблю проэкспериментировать. Ну, мне кажется, что так будет интересней вкус. Поэтому я кладу сливочное масло. Я люблю в яичницу, в омлет положить сливочное масло. А в картошку жареную в конце добавляю сливочное масло и даже в грибной суп. Потому что в сливочное масло, особенно жареные помидоры, если мы делаем яичницу с жареными помидорами со сливочным маслом, получается. Так, теперь мы берем сахара. Как уже я сказала, на мое количество это будет полкило сахара. И засыпаем тыкву сахаром. Да, вот это пусть вас все не пугает. Это все будет нормально. Мы же делаем десерт, да? И это такой десерт, который нужно смаковать с турецким кофе или с чаем. Поэтому он должен быть вот таким. И теперь, опять же, кто-то добавляет, кто-то не добавляет, но я считаю, что, опять же, сочетание тыквы с корицей, вот сейчас я чуть-чуть корицы сюда же. И еще, это тоже от меня такая добавка, кардамон. Потому что именно кардамон в сочетании с корицей, с тыквой, вот с этой сладостью такой медовой, которая у нас в итоге получится, тоже делает тыкву особенной. И я вас уверяю, что даже те, кто не едят тыкву, не любят тыквенный привкус, вот в таком сочетании с этими специями, ну, это будет потрясающей вкусноты восточная сладость. Вот чуть-чуть вот так вот подмешиваю сахар, специи. Далее я беру воду немножко. Ну, вот где-то 100 миллилитров воды у меня. Наливаю сюда чуть-чуть воды. Теперь закрываю это все фольгой. И ставлю в разогретую духовку на 170 градусов примерно на полчаса. Через полчаса мы откроем, и тыква должна уже быть, по идее, мягкой. И дальше будем производить следующие действия. У меня прошло полчаса. Вот специально хочу вам показать, как выглядит наша тыква. Сахар, видите, весь растаял. Тыква еще выпустила сок. И у нас сам по себе стал получаться сироп. Вот если мы тыкву протыкаем, то через полчаса она еще, в общем, достаточно твердая. Только начинает, так скажем, подвариваться, да. И теперь я сюда добавляю еще лимон. Ну, вот примерно на это количество, где-то, ну, вот из половинки вот так выжимаю лимонный сок. Косточки, конечно, нужно выловить оттуда. Так. И с изюма я сливаю воду. И также сюда добавляю изюм. И ставлю еще на полчаса до мягкости тыквы. То есть тыква должна приготовиться, она должна стать мягкой. Ну вот прошло еще полчаса. Я открываю. Снимаем фольгу, она нам больше не понадобится. Вот смотрите, тыква стала мягкой, видите, она прокалывается зубочисткой легко. Сироп уже потемнел, да, но он такой приобретает уже свой аромат. Изюм еще дал туда свой вкус. И оставляю еще в духовке на максимальной температуре минут на 15, чтобы сироп загустел. Вот, на 250 градусов поставила.
Ну и пока моя тыква запекается, я те орешки, которые мы с вами обжарили, немножко потолку, чтобы потом украсить ими нашу вкуснятину. Ну вот смотрите, прошло еще некоторое время, минут 10, наверное. Видите, у нас здесь все активно кипит. Так и должно быть. Я вытащила наш с вами десерт. Как определить готовность? Ну, во-первых, вы видите, тыква стала практически прозрачной в сиропе. От температуры и от того, что она хорошо проварилась в сиропе. И сироп, вот его надо, так мы капаем на блюдце, да, так называемая проба. Видите, у нас капля почти не растекается. Сейчас она чуть остынет. Вот она чуть остыла. И видите, вот я наклоняю, а капля не течет. И теперь оставляем где-то на час, чтобы десерт остыл. И после этого будем его сервировать. Это тоже определенный такой волшебный момент. И я покажу еще один продукт, который нужно обязательно добавить при сервировке. И тогда это будет настоящее турецкое блюдо. Не только орешки, а еще кое-что. Все, десерт остыл. Теперь давайте сервировать. Выкладываем тыкву. Смотрите, какая она стала прозрачная. Просто красавица. Изюмчик кладем. И поливаем сиропом. Если сироп у вас получился не очень густой, его можно отдельно, вытащив тыкву, еще подварить. Теперь добавляем такой продукт, который очень важен, на мой взгляд, и вообще в этом десерте делает его практически. Это паста из кунжута, называется тахина. Как вариант, она продается во Вкусвилле, и ее можно купить также в интернете где-нибудь. Из нее очень хорошо добавлять ее, когда делаешь хумус из нута. И я ее добавляю в некоторые соусы, когда делаю такие салаты там с морковью, с луком, ну такие азиатского характера. Поэтому вам советую. И в десерт с тыквой она шикарно подходит. Вот так вот ее немножко сюда добавляем. Пахнет она кунжутом. Ну, это стопроцентный кунжут, просто в пасту превращенный. Дальше вот так посыпаем орешками, которые мы предварительно с вами размяли. И сверху тоже украшаем. Вот так вот можно орешек положить сверху. Еще миндаль. Ну все. Наш с вами десерт готов. Попробуем. Я, честно говоря, не помню, как это по-турецки называется. Кто помнит, напишите в комментариях. Все вместе по вкусу похоже на, как неудивительно, на восточную сладость. Но это же турецкое, да, блюдо. И вот у тыквы вообще нету вкуса вот именно самой, как бы, тыквы. Вот кто не любит привкус тыквы, его здесь просто нет. Она такая, знаете, вот правда медовая, пропитанная, ну какой-то как цукат какой-то. И вот этот соус, это получился практически такой медовый сироп. И сочетание кунжута с орехами. И то, что мы тыкву поливали лимоном, это такой цитрусовый аромат придало. Ну, в общем, прям вкуснятина необычайная. Я думаю, что с чаем это будет просто великолепно. Так что советую вам такой вариант десерта. Очень, ну, в принципе, несложный рецепт. Поставил в духовку, все запек. И в результате вот орешками посыпал. Ну, кунжутную купите пасту. Или еще во Вкусвилле это называется урбеч. Все. С вами была Таша Муляр. Подписывайтесь на канал. Будем готовить быстро, есть вкусно. И до новых встреч. Пока-пока.